Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Почти бритье. Столько новостей, стольким хочется поделиться. Кажется, даже одного видео будет мало, но постараюсь уложиться все-таки в одно. Во главу угла хотел бы поставить ту хорошую новость, которую я узнал на прошлой неделе в пятницу. Созванивавшись, но уже, наверное, не с подписчиком, вернее, не только с подписчиком, но и со старым добрым товарищем, которого я знаю уже не один год, и живет он в Новосибирске. Но он мне сказал следующее. Говорит: Вадим, слушай, говорит, я в пятницу, говорит, еле отошел, был в шоке. Я говорю: а что случилось, кто обидел? Он говорит: да пошли в банк, ну, сама история. Пошли в банк, попросили кредит, им не дали, отказали. Они вернулись домой, потом приходит смс-ка: приходите, вам кредит одобрен, безвозвратный. Те как так, ничего не понимают, приходят в банк, и им дают 4 миллиона. Ну, там не 4, там 3 700, та-та-там, короче, почти 3 800, ну, почти 4 миллиона. На условиях, кредит государственный. Если в течение, по-моему, 5 лет или на 5 лет, сколько там кредит дается, если до контрольного срока, контрольный срок, по-моему, проверка будет 2021 год, январь, февраль, апрель, вот если на момент, на состояние у него будет сохранено 90% сотрудников, не меньше, тогда ему кредит отдавать не надо. Если меньше 90-80, тогда он отдает половину кредита, естественные проценты. Если меньше 80 и до 50, тогда ему нужно отдавать полностью весь кредит. Честно сказать, но я бы не поверил, если бы сказал кто-то другой. Как вы поверите, не поверите, я не знаю, дело ваше. Но когда я сказал: слушай, Валер, ну как-то это, даст из фантастики, 4 ляма без возврата, тра-та-там. Он говорит: ну а что ты удивляешься? Говорит: нас, наверное, спасло то, что, говорит, у нас банк маленький. А те же самые кредиты, если бы это был Сбер или ВТБ, там, говорит, эти кредиты продают. Обрати внимание, говорит, если увидишь объявление: помогу получить безвозвратный кредит от государства. Вот это, говорит, оно и есть. То есть их дают, но за это что-то берут. А у них банк маленький, говорит, ну, видимо, девочка постеснялась. За Валерия я спокоен, потому что и верю ему, верю. Потому что он крепкий хозяйственник, потому что он, ну, цеховик, можно сказать, пошив изделий. За тем, чтобы устроиться к нему на работу, люди в очередь стоят. Он платит хорошие зарплаты, но и спрашивает хорошо. Ну, то есть я спокоен, что ему ничего не придется отдавать. Но вот этой новостью хорошей не мог с вами не поделиться. Оказывается, есть что-то там, какая-то правда на свете. Следующая новость — это от Андрея Дружинина, Благовещенск. Ну, помните, Андрей и Лиза, после того, как мы стали тут лайфхаки все печатать, пацаны то показали, пацаны это показали, а он присылает свое, говорит: Вадим, смотри, да я, говорит, уже больше 2 лет пользуюсь. Смысл простой. Вот эта пластиковая фигулина, в которой складываются бумажки для заметок, можно купить в любом канцелярском магазине. Он говорит: я бумагу израсходовал, она осталась. Ну, по мазки туда тырс, приторочиваешь. Если у тебя их несколько, ну, можешь кубики составлять какие-то, что-то там еще делать. Ну, то есть человек вот такими вещами тоже пользуется. Если кому-то интересно, в канцелярский магазин невелик труд зайти. Очень понравился комментарий нашего подписчика Ксерсиса. Дело в том, что человек так аргументированно ответил там на вопрос одного из парней по поводу того, что там, лезвие рапира, почему ее все хвалят, а вот у меня вот оно никак, а вот там у Вадима старые запасы, вот на эту тему зашли. И тут Ксерксис выходит и говорит: смотрите, если говорить об этом, то не так, как а вон там кто-то сказал, но достаточно аргументированно. И перечислил все те факты, которые с его точки зрения могут влиять на не то чтобы на само бритье, хотя и на его тоже, но и как лезвие себе поведет. И на самом деле он перечислил достаточно серьезные позиции. И вот за это я хотел бы ему отдельное спасибо сказать, потому что любой новичок, который зайдет и почитает, ну, он сразу же увидит, ну, я не знаю, может быть, даже и не один, не на 2, и не на 3 своих вопроса готовые ответы. Вот такие вот комменты, это, знаете, это и есть суть канала. Те парни, которые их оставляют, огромное вам за это спасибо. Есть еще новости, но хотелось бы поговорить о поступлениях на канал. Одно из них — это то, что небезызвестный вам уже мастер по керамике Олег с Новосибирска, он выпускает чаши. Недавно прислал мне сообщение: ну, иди вот так вот тогда.
Он хочет устроить розыгрыш на канале, высылает нам несколько своих чаш, 3. Так что, ребята, вот сейчас где-то их фотографии, вы готовьтесь. Как только они придут, в ближайшем видео я их тут же сразу показываю. И все, кому это интересно, можете спокойно пройти в комментарий и сказать: блин, да вот мне нравится эта чаша. Викторович, заворачивай, давай. Маню, нравится. Ну и потом пройдет какое-то время, там, как правило, на следующий обзор мы при помощи Лизонейр их и разыграем. Лишний раз потом еще напомню, но сейчас еще раз хочу сказать. Все те люди, кто принимает участие в розыгрышах подобных этому, ребята, подписка – это одно из требований. Если она у вас есть, но у вас данные закрыты, вы пролетаете. Если у вас ее вообще нет, ну вы пролетаете. А ресурс Лизонейр, он сразу же определяет, есть подписка у человека или нет, закрыт ресурс или нет. Но потом еще раз напомню. Ну и чуть-чуть распаковки. Смотрим. Все посылки делятся на наши и буржуинские. Буржуинские давайте, наверное, уберем в сторону. Начнем с наших. Первая, самая махонькая, это Петренко Антон, город Москва. С Антоном ВК переписывались, у него очень много вот этих вот лезвий было, то, что он заказывал с Али. И спросил, говорит, есть ли желание показать. Я таких, ребята, не видел, ну кроме что, разве что жилет Blue Blades. Это китайская версия, насколько я понимаю, или корейская. Ребята, офигенные лезвия, вот это мне точно нравится. За Дерби Уста у него были очень такие хорошие отзывы, она ему очень-очень понравилась. Также пачку он прислал и здесь. Но здесь не только эти лезвия, тут еще, смотрите, тут у нас еще и Белли, плюс еще и Юнг Джилли, наверное, так будет правильно. Еще Апач вообще даже не слышал никогда. Ну и Мингши, вот это тоже все у нас есть. Надо будет как-нибудь обязательно добраться и попробовать. А здесь помимо жилета есть еще Кюшеев и Белли. О Кюшееве я уже составил представление. Честно сказать, ребята, мне не понравилось. Ну, тянутые они и туповатые. Хотя вроде слышал от одного человека, что кому-то они вроде бы как к душе. Не буду спорить, но в моем случае это, конечно же, фиаско. Полная фиаско, братан. Виталий Смирнов, город Копейск. Он нарвался на одну очень интересную штуку. Мы с ним списались в ВК, и Виталий говорит, Викторович, давай я тебе пришлю. Да, это надо, ребята, это в тему. Попробуешь, если понравится, говорит, пацанам расскажешь, говорит, пускай, может быть, тоже кто-то себе попробует. Вот так эта вот красота называется. All in One, коллаген, наулироник. Ох, вот это по-французски уже не прочту. Короче, ребята, с его слов, после бритья это самая оно обалденная штука. В виде такой вот, смотрите, вот желеобразной массы. Ну и плюс, конечно же, вот ложечка. Это вот кому хочется черпать. Ну, будет все руками в бритье. Обязательно попробую. Виталий, спасибо тебе огромное. Ну и следующая наша российская посылка, это Решетов Григорий. Решетов или Решетов? Ну вот не могу сказать, Гриш, поправь, если что. Это вот такие, город Москва. Город Москва, это Флорина Мэн и Белли Мэн. Ну, Белли Сенситив, это никогда не пробовал. Попробуем, конечно же, это очень интересно. Вот Флорина Григорий, огромное тебе спасибо. Спустя столько лет, это такая ностальжи. Да не, куда добром, ребята, и баночка уже не та, совсем не та, которая была раньше. Ребрендинг полный, переделали все полностью. Ну-ка, а здесь что у нас? Ну, по внешнему виду то же, что и было. Твою ж дивизию. Ребята, по запаху то самое. Тут сейчас вот мураши толпами носятся. Гриш, огромное тебе спасибо. Спасибо вот за эту штуку. Это прям от души. Просто от души. Так, ну а это потом в обзоре откроем, попробуем обязательно. У меня теперь Флорина есть. Ну, у меня раньше Флорина не было, поэтому вот, а сейчас-то у меня Флорина есть. Ну и теперь жизнь совсем по-другому будет. Жизнь удалась. Давайте смотреть, что буржуи прислали. Ну, буржуйские дела, я даже догадываюсь, что. Вот последний термометр, который я никак не мог дождаться, наконец-то он ко мне пришел. В кулинарии порой вещь совершенно незаменимая.
Ну вот теперь у меня вот еще и такой будет. А это немного аккумуляторов. Аккумуляторов 3А перезаряжаемых. Посмотрел я, сколько эта красота стоит у нас в России. Грустно мне стало. Ну и решил погуглить. Плюс ко всему еще там товарищ подсказал. Говорит, смотри, я вот такие брал, вроде ничего. Из 12 штук у него 2 в убой ушло. Остальные все служат верой и правдой. По объему они получаются здесь на 1100 махов. А нет, на 1000 махов. Но он проверял, у него колебается, у него колеблется от 800 до 1150-1200, где-то так. Поэтому вполне себе. А в жизни блогера это, да и любого обычного человека, вот так те же самые пульты для телевизоров, там еще для чего-то, но эта штука как бы нужная. На этом, пожалуй, что и все. Пошли дальше. Антон Тетерин. Его вопрос по поводу того, что он совсем недавно приобрел Симок 13.05, и пока, говорит, у меня все нормально, но если вдруг начнет хомячить, вот что там делать. На самом деле, я не знаю, что делать, потому что почему по Москве начинает хомячить? У многих людей есть свои версии, и каждый человек, у которого есть эта версия, вот если вот она будет отличаться от той, которую сейчас выскажу я, может спокойно ее в комментариях написать. Одна беда. Я не знаю, не могу знать, точно ли на 100% я прав, что моя версия верна, понимаете? Я могу высказать лишь предположение. Так вот, предположения мои таковы, что на хомячение может влиять 2 вещи. Мы сейчас говорим про кабана, не барсука. Первое. Со временем помазок грязнится, если мы пользуемся разными малами. И время от времени он может быть не так хорошо его промываем, как должны были бы промывать. И у него там на волосках остается такой белый налет. На станках все легко и просто. Мы взяли их там, помыли, тряпочкой протерли, и все чистенько. На помазках все несколько иначе. И вот когда такой налет уже переходит какую-то red line, черту, ну это как жесткая вода, как жирная поверхность. Вот попробуйте намылить на этой жирной поверхности, но не получается. И вот с помазком та же самая история. Для этого, чтобы убрать эту байду, как минимум его нужно промыть. Да, в принципе, по большому счету, любой помазок хотя бы раз в месяц нужно промывать, там, или раз в полгода, или раз в год, в зависимости от того, как часто вы им пользуетесь. Как это делается, подробности в стихах и песнях есть этот плейлист для новичков, там отдельное видео по помазкам, там расписано не один вариант. Но тем, кому лень ковыряться, скажу сразу. Для меня самый простой способ — это взял шампунь, он любимый, подрезал, которым она кошаков моет. Для животных в шампуне есть специальные вещи, которые убирают ту жирность на волосах, на шерсти, которая у них есть. Потому что если животное не стерилизовано, играют гормоны, что-то там еще у него играет, еще играет. И вот эта вся жирность, она у них на волосах порой вылазит. Ну, на шерсти, на шерсти. Чтобы все это убрать, вот наши девчонки, вот кто этим занимается, они покупают такие шампуни, и после этого, животное белое, пушистое, там вся эта байда уходит. Достаточно капелюшечку этого шампуня. Я просто беру в стаканчике, как в утюг заливать пластиковую воду. Замочил его туда, он мне постоял, сколько там, минут 30. После этого взял, просто дрынь, хорошо промыл, потом еще раз так раза 2-3, потом прополоскал несколько раз и чувствую, что уже все ушло. После этого стряхиваю, отжимаю, убираю лишнюю влагу и на полотенце, на чистом, на свежем. Не на том, на котором вы уже что-то там вытирали. Вполне себе у вас чистые руки, но полотенце уже может быть и не такое свежее. Так вот, чистое полотенце, раз, всю влагу лишнюю убрал и дал высохнуть. Вот так вот все, я помыл помазок. Точно этим же способом может убираться и лишний запах, например, от барсука. Если кому-то там запах Шанели не нравится, убирается точно так же. В моем случае. Хотя это не единственный способ, этих способов может быть еще несколько. Начиная там от хозяйственного мыла и заканчивая тем, о чем я вам сейчас только что сказал. Если будет хомячить, промывать. Ну и вторая версия. Это уже не столько моя, сколько Урмаса, хотя я ее тоже разделяю, потому что раньше думал на эту тему. Это как это есть по-русски? Враг хорошего или... вот если есть хорошее, не надо его перебарщивать, не надо его делать еще лучше. То лучший враг хорошего, вот что я хотел сказать. Потому что тут маленечко давно уже не вспоминал эту поговорку. Смысл в чем?
В мылах, в кремах для бритья есть необходимо достаточный комплект химикатов, компонентов, которые позволяют нам совершать бритье. Для того, чтобы это мыло сделать как-то лучше, или крем, некоторые производители, и кранованные, и не очень, любые, и артизаны, и большие компании, порой прибегают к такой вещи, что они туда начинают бузовать дофига всяких масел. А вот чтобы кожа у нас была такая, а вот она еще и увлажняться будет, она уже, и вот ей это дать, и вот тот дать. С одной стороны, это, конечно, хорошо. А с другой стороны, для пуркуа, у нас же есть лосьоны после бритья, они всем этим занимаются. С одной стороны, иногда у них это получается. И действительно получается такое мыло, что вот прям ты побрился, да, и после него хоть и лосьона не надо, вот такая кожа. Да, бывает. Но бывает и неудача. И таким мылом, если ты вот раз побреешься, два побреешься, ну да, вроде на коже что-то есть, но такое незначительное, ты не заметил, а помазок все это терпит. Все эти масла лишние, которые они туда набазовали, он их все на себя берет, не все вымывается. И уж самый край неудача, когда вообще просто попандос, это когда они настолько перебузывают всего этого, что и пена-то нестойкая становится, она сядет и плывет. Но к метрам это не относится, там все сбалансировано. Это сейчас я просто так до кассы сказал, да и все. Вот этот случай еще может быть. Поэтому, если у тебя это случилось, первое, промыть, и второе, посмотреть, а чем ты, собственно, пользуешься. Может быть, мыло какое-то супер-пупер навороченное, и там уже давно уже бутерброд с маслом, только вот столько там масла. Вот это посмотреть. Ну и до кассы, чтобы было сразу все в одном месте. Вот вы получили новый помазок кабанчика. Вот вы начинаете им пользоваться, и, как правило, там через месяц, там через полтора у вас кончики начинают сечься. Но не у всех хватает терпения, чтобы дождаться, когда они начнут сечься. А почему? Это добавляет лишь повышенную мягкость, и он более такой эластичный становится, более комплементарной коже, не такой колкий, как поначалу. Есть пара способов, которые вам позволяют это как бы убыстрить. Первый способ. Ну вот недавно я только переговорил с Эндрю Бас, Черкасы. Он показал свой инструмент, при помощи которого он делает все это. У него терка для сыра элементарная. И он просто берет свой новый помазок и говорит, в течение минуты все нормально, все хорошо. У меня уже, говорит, не так сильно секутся, но, говорит, мягенькие становятся и вообще хорошие. Вот сейчас мы этот способ испробуем. Ну и второй способ, это вот Урмас мне наговорил, он где-то там в этих самых, на форумах вычитал. Там радикальный, кардинальный. То есть, короче, вы берете помазок, стакан с водой, с холодной, естественно, не по самую маковку, а так, чтобы сантиметр 2 не доходило до места, где он соединяется с ручкой, и в холодильник. Урмас это делает на сутки. Сутки он у него там квасится, достигая двух позиций. Первое, у него, конечно же, промокает полностью вся шерсть. Везде вот эта холодная вода достигает, и хитин весь начинает приходить в определенную форму. А второе, мы просто холодной водой пропитываем с целью дальнейшей обработки. Вот сутки прошли, вытаскиваем, всю влагу убрали и под фен. И феном аккуратненько по кончикам вот так вот ходите, все это убираете. И после этого, чисто теоретически, у вас должны начаться сечься кончики. Ну вот что у меня получилось, я вам, к сожалению, наверное, сейчас толком-то и не покажу, но вот те два помазка, которые вот вы сейчас видели, которые принимали участие в нашем эксперименте, не вот в это бритье, а вот на следующее бритье мы с вами запустим, это два новых помазка. Вот и прям в прямом эфире посмотрим, дало это что-то или не дало. Так на ощупь, чисто визуально, дало и в том случае. Ну а как это в реале, на своей собственной шкурке, вот на следующее бритье через вот это. И узнаем. Да, распаковка. Коллаген. Понятно, что это не после бритья.
Понятно, что это для других целей, но настолько это интересно, настолько интересно испытать все те свойства, которые вот как бы и в нашу тоже мельницу могут воду лить. То есть это увлажнение кожи, это предохранение от преждевременного старения, предохранение от повреждения. Вот это же тоже как бы вот после бритья-то, да, вот надо пробовать, пока заинтригован. Любимая увидела, тоже в очередь стала. Вот мы с ней вдвоем, тем более, что ложка здесь есть, и будем что-то испытывать, что-то делать. Отзывы почитал, огонь. Как будет на самом деле, я не знаю. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну все, пошли бриться.